Друзья, всем привет! Это продолжение истории про многодетного отца Петра и его 3 дочерей. Вчера и сегодня мы ездили на Воробьевы горы, гуляли в парках, ездили на ВДНХ. И выходя с ВДНХ, Лида сказала мне следующую вещь. Чё? Давайте сходим в этот... Есть же такие здания, где можно покормить кошечек или собачек. Ну, приюты. Места, где покормить можно собачек, кошечек? Да. Ты хочешь? Девочки, Лида предложила съездить покормить собачек, кошечек, бездомных, кто в помощи нуждается. Хотели? Так, ну ладно, идем. Даже удивлен, что девочки провели такую инициативу помочь бездомным животным, либо те, кто в приюте находится. И сейчас будем думать, куда, может быть, можно съездить. И вот что у нас получилось, вы увидите в этом выпуске. Друзья, те, кто на нашем канале впервые, пожалуйста, поддержите нас, подпишитесь на наш канал. Для нас будет это большая поддержка. Если вы открыли наше видео впервые, вы не знаете ничего про наш канал, про историю Петра, в описании я оставлю ссылку на плейлист с их участием, в котором вы увидите всю их историю, то, как они жили раньше, как они живут сейчас, как менялась их жизнь, их настроение. И я уверен, вы зарядитесь абсолютно разными эмоциями, поэтому в описании мы оставим все ссылки. Подписывайтесь на наш инстаграм, где выходит много разных кадров, сюжетов, которые не входят в наши основные выпуски. Приятного вам просмотра. Прямо сейчас мы начинаем. Мы сейчас поспали уже, приехали до нашего друга. Он помогает там одному приюту. И сейчас как раз про него расскажет, и мы с девочками до него поедем. Скромняшки стоят тут. Привет. Привет, привет, мой хороший. Привет. Ну что, как дела? У нас хорошо. У вас как? Тоже нормально. Прилетели, добрались? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это девочки. Я Артем. Петр Петрович. Петр Петрович. Артем. Очень приятно. Мой одногруппник. Мы с ним 5 лет за одной партой, можно сказать, просидели. На самом деле, с Артемом нас связывает очень долгая история. Проводим прямые эфиры раз в месяц на канале. И я, бывает, спрашиваю, там, Игорь, как ты учился в школе, как ты учился в университете? И я рассказываю, что в школе я учился плохо, у меня были и тройки, и программу я плохо знал. И когда поступил в университет, мне было нереально сложно учиться, но благодаря вот этому молодому человеку так случилось, что начали общаться, дружить, и Артем меня начал подтягивать по знаниям. Мы оставались после уроков, он мне объяснял домашние задания, в библиотеке там тоже, то есть и вот так подружились. Этот человек очень много для меня сделал, я ему за это безумно благодарен. Это один из самых-самых близких друзей у меня. Видеть, да. В общем, у нас такая история. У нас Лида проявила инициативу. Были на ВДНХ, и на выходе Лида говорит: дядя Игорь, а можно куда-нибудь съездить, покормить кошечек, собачек? Говорит, давай я подумаю. Набрал тебе, потому что знаю, что ты помогаешь тоже одному приюту. Расскажи вообще, где он находится, что за приют, кто там им занимается, хотя вкратце. Игорь, ну не столько я скажу, что меня-то в это во все ввязала любимая девушка, поэтому моя невеста. И, в общем-то, наверное, Аня, у тебя, наверное, актуальнее спросить о приюте, потому как что вообще они узнали? там бывают чаще. Как они Вообще узнали? изначально это были соцсети. Мы понимали, что это Химки, это рядом с нами. Недалеко. Вот, да, это год 4, наверное, назад было. Посмотрели, ну и поняли, что... Что надо помогать. Ну да, то есть мы и раньше помогали. Но когда ты физически видишь такой объем, который человек делает для животных, да, это вдохновляет, это мотивирует. Я-то человек более, суровый, скажем так, суровый, черствый. Опять же, тут влияние тебя в какой-то степени, я видел же, как ты там всеми этими вещами занимаешься, и тут влияние Анны на меня, оно как-то вот, это все сказалось, и я даже в это втянулся. Теперь я говорю, я могу, вот мы периодически выходим даже здесь во дворах, там котят кормим. Ну, как-то вот это превратилось в такую идею. Там вот, куда мы едем, там они кого? Кошек, собак это или кошки. все вместе? Это достаточно большой приют для кошек. Я теперь, когда вижу бездомного кота, который на улице, просто вот здесь где-нибудь на районе, я захожу, покупаю ему вот это. Вы взяли, да? Это мы ж не с пустыми тоже руками конечно. Поедем. Это мы, да, Праздничный обед это поздний будет. хороший праздничный обед, да, им устроить. Круто. Вот. Вы поехали далеко?
Нет, тут недалеко уже все. Ну все. Так, значит, нам надо будет тоже, девочки, заехать, что-нибудь возьмем, чтобы не с пустыми руками, да? И поедем. Нам штук 20 надо. Чего 20? Все, что здесь есть. Вот таких пачек. 20 пачек? Весь Ты сколько туда хочешь привезти килограмм? Ну, сколько это будет? Запас будет. Положим? отличие будет вот тут вот. То есть там для чувствительного пищеварения вкус, ну, лосось, ягненок, Это тоже курица. обычный. Держи. Индейка. 10, 11. Ну что, я думаю, хватит, мы тут все выгребли. Игорь. Мы тоже в рамках возможностей нашего канала все это делаем. Девочки, знаете, какая будет ваша ответственная миссия? Да. Выбрать какие-нибудь игрушки Да. для кошечек. Вы видели что-нибудь здесь в магазине? Ну-ка, давайте. Вот, давайте, да, вот этих берите. Штучек 5 таких. Вот тех игрушек тоже берите разных. Вот такие. Вот эти, да, бери. На скольких кошек хватит этого корма? Намного. Почему кошкам все самое лучшее, чем людям? Почему? У них такие лежанки красивые. Конечно, машина нас вообще выручила. На такси мы вообще бы очень много бы денег потратили. На метро и на общественном транспорте мы бы очень бы уставали бы ездить. Поэтому наш помощник с Ваней на эти дни. Друзья, мне многие пишут, что потеряли работу в период пандемии. И люди просят советы, как быть и где найти работу. Потому что с этим сейчас очень сложно. Почти все мои друзья работают программистами и хорошо зарабатывают и любят свою профессию. За программистами постоянно борются мелкие и крупные компании. И этот тренд не остановится в ближайшее время. Профессионалы своего дела всегда в дефиците. А условия, которые им предлагают, куда лучше остальных сфер и профессий. Тем более они всегда могут работать удаленно, что очень актуально в нынешних реалиях. И если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам достаточно быстро стать востребованным специалистом и начать зарабатывать сильно выше среднего, то рекомендую вам курс профессий Python-разработчик от онлайн-школы Skill Factory. Python — это язык, который окружает нас повсюду, от YouTube до Netflix. Он универсален и подходит для многих задач. От создания сайта до анализа данных. Python очень понятный язык программирования для новичка, поэтому если вы хотите начать свой путь в IT, то Python — оптимальный вариант для старта. Так что ваш пол, возраст и образование не имеет никакого значения. И начать осваивать программирование никогда не поздно. В Skill Factory удобный формат обучения. Вы сами выбираете и регулируете нагрузку. А поддержка и мотивация опытных менторов не даст вам остановиться и бросить учебу на середине пути. Курс разработан специально для тех, кто никогда не программировал. И уже через 3 месяца вы начнете программировать, и карьерный центр Skill Factory начнет вам помогать искать работу. И если желание учиться есть, а финансов пока нет, не страшно. Skill Factory дает вам возможность начать учиться прямо сейчас, а заплатить только через полгода. Также обратите внимание, что средняя зарплата разработчиков на Python 120 тысяч рублей. И в целом зарплаты питонистов одни из самых высоких на рынке IT и стабильно растут на 10% в год. У Skill Factory очень много благодарных выпускников, которые освоили профессию, и они оставляют отзывы о том, как поменяли свою жизнь. Переходите по ссылке в описании прямо сейчас и начинайте осваивать новую и востребованную профессию. По промокоду Медов вы получите скидку в 45% в течение недели после выхода этого ролика. Поторопитесь, все ссылки я оставлю в описании к этому ролику. Производственный корпус. Я так понимаю, где-то здесь они арендуют помещение, потому что, как правило, все приюты, они находятся, ну, где-то ближе к окраинам города. Что-то даже не вывесок никаких нету. А как людям, если что, сюда прийти? Я так понимаю, все равно их можно найти где-то в навигаторе, в Гугле. Что себе тут декорации? Тут, наверное, раньше какое-то заведение было. Атрибуты видно. Да, это вот у них для кошек. Девочки сразу ластятся. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Игорь. Ольга. Ольга, очень приятно. Ольга, а куда нам пакетики с кормом поставить? О,
где-то килограммов 20 корма привезли. Вообще, мне просто даже интересно, сколько у вас питомцев? Просто и насколько этого корма может хватить? В данный момент 120 кошечек, да, и уходит примерно 4,5-5 килограмм На всех? в день. Там еще игрушечки разные. Там девочки выбирали, там мячики, какие-то погремушки, мышки. Ну, это очень нужно, они любят. Да, ну, конечно, чтобы им скучно какое-то разнообразие было. Дня на 4 корма должно хватить. Ну, 20 килограмм, да, 4-5 дней хватит. Просто, опять же, в рамках там того, что вы делаете, если вам каждый день нужно, то есть это, ну, можно сказать... Это все равно немного. ощутимая помощь. Если каждый будет приносить хотя бы по 5 килограмм, то, как говорится, приют будет держаться. А давно существует? На этом месте мы 2,5 года. А до этого мы были в другом помещении. Помещение было поменьше, и у нас было всего 30 подопечных. Здесь помещение большое, и имеем возможность взять больше. Как давно идея вот эта у вас была, что вот вы решили этим заниматься? Просто мы сталкивались уже, мы неоднократно помогали и приютам для собак, и то есть для животных. И, как правило, эти люди, они посвящают абсолютно всю свою жизнь, они толком не имеют таких семей, там не успевают и там детей, можно сказать, воспитывать. То есть это крайне сложное, можно сказать, предназначение людей, что люди ничего не видят, только посвящают всю свою жизнь вот заботе, реабилитации, лечении вот таких животных, что это же все очень сложно и энергозатратно, и эмоционально затратно. Ну, все аналогично. Дома тоже кошечки своих 5 и на передержке еще 11. Поэтому тут тоже целыми днями как бы находимся здесь в приюте. Началось с того, что начала передерживать кошечек, брать на передержку от знакомых, и знакомые постепенно начали их вешать, как говорится. Сарафанное радио. Да, вешать на меня. Вот. И кто-то помогал, кто-то отходил от этого дела. И постепенно так у меня образовалось 30 кошечек. Вот. И они были все 30 дома изначально? Нет, сначала было их 10, потом мы сняли маленькую комнатку для них, вот, потому что дома это все-таки много. Потом их стало 30, мы сняли комнатку побольше, но сняли далеко в Подмосковье, очень неудобно было по логистике к нам добираться, и арендовали после этого здесь, нашли хороший вариант, где мы никому не мешаем и обособленно находимся. Мы зашли в эту комнату, вы сказали прайд, то есть это как вот у львов, что-то подобное? Да, это все из одного места, из бизнес-центра, от одного. Этих кошечек закрыли плитами, но мы как бы их отстояли, чтобы их открыли, и взялись за них, что как бы вылавливали котоловками, с ловцами, вот, и сейчас ищем им дом. Они, конечно, все практически пугливые. Они были типа под канализацией, вот, внизу. Начали мешать, то есть ходить на машины, вот, клиенты у них начали жаловаться, и администрация решила найти такой выход, что просто их прикрыть плитами. Они мяукали, вот, просились на волю. И закрыли плитами, оставили просто умирать? Да. Ну, это было сразу решено, как бы нам их открыли, дали нам 2 месяца, чтобы всех их отловить. И вот сегодня как раз отловили предпоследнюю кошечку, вот да, ее сегодня стерилизовали. Вот. Это она от наркоза отходит? Да, это она отходит от наркоза. 4 котенка уже раздали, как бы вот. Ну, тоже сколько их здесь вот в этой комнате? Их здесь 13. Достаточно большая комната, обустроена. Здесь для каждой, можно сказать, своя полочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть тут даже больше мест, чем кошек находится. Вот этого котика совсем недавно подобрали, вот, месяц назад. Он жил на дереве. Вот и чё, глазки опустил вниз. Ты спишь? Да. Девочки, пойдемте дальше. А сколько вот таких у вас комнат, помещений? 7 комнат. 7 комнат? Здесь они в клеточках, здесь у каждого бывает свой характер. Некоторые дерутся, поэтому живут в клеточках. Некоторые недавно приехали, привыкают. Лида, как тебе? Нравится? Да. Ты бы всех забрала к себе? Особенно вот эту кошку. Это на даче кошечка найдена. Очень красивая. Большой прям такой. Это как порода? Минкун. Все ласки, внимания хотят. Да, малыш. Здорово, что у каждого есть свое индивидуальное место. То есть они не болтаются там как попало
там, горами друг на друге, а что у каждого есть свое место. Сколько удалось пристроить животных, вылечить? У Какое-то нас количество? в среднем с прошлой осени пристраивается около 10 кошечек в месяц. Котята обычно пристраиваются быстрее, мы как бы не считаем. Потому что их еще можно воспитать, да, грубо говоря. Там. На котят много часто. А вот с такими взрослыми животными, вот, допустим, человек захотел взять себе кошку, да, какую-то, допустим, с вашего приюта. Вы же все равно, грубо говоря, какие-то подногодные, практически про каждую кошку знаете, какая у них судьба. То есть и вы просто рассказываете людям, и они... Но они обычно приходят, общаются, и вот кому кто понравится. Кто кому как ласку проявляет, да, и они понимают. Некоторые берут и сложных животных, вот берут и иногда и диковатых. Просто нравится взгляд, глаза, и все, влюбляются. То, что вы рассказали, случай, что плитами кошек закрыли, это, конечно, дико. А вот такие истории вообще часто бывают? К сожалению, бывают, вот всплывают такие истории. Ну вот, например, жертва человеческой жестокости, вот когда ему отрубили хвост в домашних условиях. Почему решили то, что это человеческие, как бы не просто двери прищемили, потому что хвост был прошит. Врачи сказали, что это точно было в домашних условиях, и явно этого делал не врач. Вам же и так, грубо говоря, трудно, там, их нужно всех ухаживать, там, да, где-то лечить, когда они начинают болеть, еще что-то. И вам еще и параллельно еще и приносят новых, там, вы находите. Каждая новая кошка, это нужно там простерилизовать, это нужно, там, если, допустим, вот так вот с хвостом нужно прооперировать, пролечить. Это же все дополнительная нагрузка на вас приходит. Как вы вот с этим вообще справляетесь? Ну, у нас есть небольшая волонтерская группа, делаем сборы, собираем вот, на лечение, все по необходимости, а по-другому никак. А много людей, кто на постоянной основе помогает? Есть разовые, но есть люди, которые втягиваются и помогают постоянно. Приходите. Вот у этого котика лапка сломана. Она у нее сломана, но мы ее уже подобрали такую. Операцию делали, операция не помогла, она такой и осталась. Вот у нее, вот она немножко согнута. Ух ты, ё-моё. Просто у подъезда кошка ее принесла в зубах и отдала людям. Ее мать. Да, ей было месяца 3-4 примерно. А сейчас ей уже года 3. Некоторые даже живут у нас десятилетиями. Вот кошечка у нас живет тоже 10 лет. Она просто лапка. Друзья, если вы находитесь в Москве, заберите лапку. Дай бог найдется тебе хозяин или хозяйка. Сколько я не стал, ну вот где-то в гости придешь к кошкам, либо еще в какие-то места. Бывает, знаете, там по руку послоняешь, они понюхают и отстраняются. Наверное, 10-я кошка, либо кот, которому я подношу руку, и они сразу нуждаются в ласке, во внимании. Мы всегда рады, когда люди приходят к нам погладить, поиграть. Даже если у людей нет возможности помочь, помогать финансово, просто придите. У нас приходят, помогают и с уборкой. Кто-то приходит, расчесывает кошечек. Если кто любит животных, вы можете хотя бы просто прийти и поиграться, уделить внимание. Они настолько да, благодарны. Вы, получается, почти к каждому животному подходите, называете имена. То есть вы все 130 имен знаете, и вы знаете, как они выглядят. Они не сразу все упали, они все постепенно приходят, поэтому, конечно, ты их запоминаешь. Обалдеть. Вот это самый красивый кот, Вот это? на мой взгляд. Но он Сиамский? не социализирован. Владимир у нас, например, нам сделал своими руками вот эти все полочки, комплексы. Как говорится, это комната его как бы творения. Пол, линолеум, все практически игровые комплексы, обогреватели, это все его. Так, подождите, а у вас сотрудники-то есть здесь? Нет, у нас только волонтеры. А много волонтеров? По выходным обычно приходят вот в будни кто как. То есть бывает, что в будни вы вообще одна? Да. Сколько у нее сил и вообще откуда все это берется, это тянет один человек. Остальные все, вот мы там эпизодически приедем, еще кто-то, но это тянет один человек. На ней, на этой душе, вот эти больше 100, представляете? Это не поддается пониманию. Бывали случаи, что прям вы на грани были, там, закрытия, не знали, что делать, там, кредиты, может быть, вы на себя брали какие-то, чтобы заплатить? Были, конечно, такие времена. Попала, так сказать, она на инфекцию, и всех надо было лечить. Человек брал кредит,
и ушел в большой-большой минус. Нам занесли тогда инфекцию обманным способом. Тут бывает, люди просто себе заводят животных там одного и не могут содержать, либо трудно содержать, а тут их 100, там 130. Еще у нас сложность в зимний период, у нас идет обогрев электричеством, поэтому у нас очень большие счета. Этой зимой у нас самый большой счет был 80 тысяч. За электричество. месяц? Да, электричество. за электричество. А аренда сколько здесь? 40 тысяч. Обалдеть, это 120 тысяч нужно было просто только И найти, поэтому чтобы мы вот остаться тогда были здесь. тоже на грани, вот, и представляете? все наши волонтеры скидывались, кто сколько может, кто 500 рублей, кто 5000, и вот все вместе, всем миром мы А сколько у вас вытягивали. в соцсетях подписчиков? Ну, в Инстаграм у нас очень мало подписчиков, ВКонтакте 1002 где-то. Немного, нет времени заниматься раскруткой аккаунтов. А вот какие есть прям очень красивые кошки? Модели какие-то, я не знаю, знаете, которые бы можно было бы на выставку взять. Кошки все красивые. Любую кошку берите на выставку, вон, смотрите, какие глаза. Да. Да, очень, конечно, красивые. Настоящая хозяйка не стала выделять каких-то животных, а говорит, все красивые. То есть, я так понимаю, каждая новая кошка, которая у вас появляется, она сначала идет в ветеринарную клинику, Да. делают процедуры определенные, и только потом она попадает к вам. Да, да. И Потом, это же вы тоже все оплачиваете? да, с помощью опекунов, волонтеров. И я вот, насколько знаю, что, как правило, вот часто у приютов у них просто огромные счета, вот просто в клинике им делают, можно сказать, в долг. И приходится делают всё закрывать. скидки, да, делают. Вот у нас стерилизация, например, со скидками. Лечение тоже идут на уступки. Вот уже знаем все клиники и врачей, как бы вот, и они знают нас. Пойдемте покажу еще вам комнатку. Здесь 4 кошечки с иммунодефицитом, кошачье заболевание. Да, он отличается то, что как у людей, людям не передается. У них просто слабый иммунитет. Они должны жить в спокойствии, в тепле, при хорошем питании. Любовь и хорошее питание, как говорится, творят чудеса, и кошечки с иммунодефицитом могут прожить лет 20 спокойно. Просто они отдельно от других, потому что иммунодефицит передается через кровь, через лоток. А, чтобы не заразили Да, чтобы не других. заразили других животных. А таких животных, ну, бывает, получается пристроить? Пристраиваем, да, конечно. Без кошек тоже, в доме тоже это неинтересно. В деревне это без кошки это труба. Ты взял котенка, воспитывать, ты его воспитывал полностью. Зачем его выкидывать? Или издеваться над ним сильно? В деревне-то у нас попроще, там они что-то где-то молоком накормили, где-то что-то это дали, пошли мышей наловили. Для того и держим, чтобы мышей в доме не было. На сегодняшний день в чем есть какая-то проблема, нужда? Ну вот у нас корм. Сухой корм – это самое главное, актуальное, то, в чем мы нуждаемся. Ну, не считая мелких бытовых разных неурядиц. У нас сломалась стиральная машинка, вот мы 2 недели без стирки. Живем в большой кошачьей семье, радуемся. С ними нельзя, как говорится, унывать, ради них нужно идти вперед. Я же никогда не занимался такого рода там благотворительностью какой-то. И почему меня это втянуло? Во-первых, конечно же, с кем поведешься, от того не наберешься. А во-вторых, люди зачастую, Игорь, они... Бывают безвыходные ситуации, бывают сложные ситуации, но люди часто сами виноваты там во многих каких-то своих проблемах. Как бы это, может быть, жестко не звучало, но так оно и есть. А вот этих хвостатых, с которыми жестоко обращаются, которых там выбрасывают на улицу, о которых не заботятся даже в том плане, что не проводят там вовремя кастрацию, стерилизацию, да, чтобы просто на улицу не выбрасывать маленьких котят, потому что они этого не заслужили. Вот им никто не поможет, кроме людей, кроме вот таких альтруистов, как Ольга, как многие люди, которые этот приют поддерживают. 99%
приютов содержат на помощь людей, конечно. Да, конечно. Мне очень их жалко, что их все прошлые хозяева их выбрасывали. Тетя Оля их всех собрала себе в приют, ухаживать за ними. Я хочу, когда вырасти, им помочь. Я тоже. Я вообще думала, чтобы когда вырастем, им помогать всю вечность. Их жалко, их даже никто не может пожалеть. Допустим, если вы будете в Новосибирске когда-то приезжать, да, в будущем, когда подрастете, вы можете также приходить в любой приют и просто проводить время с животными. И вы, друзья, если вы не обязательно находитесь в Москве, не можете прийти сюда, в это место, вы можете прийти абсолютно в любой приют, собачий, кошачий, и понаходиться там с животными. То есть сделайте это, и вы просто увидите, во-первых, как этим животным станет хорошо, и в вашей жизни начнет тоже очень много разных событий происходить. Добро, оно всегда возвращается, закон бумеранга существует. И то, что происходило в прошлом выпуске, это был наглядный пример, когда Петр Петрович на улице нашел телефон, вечером человек пришел, его забрал и отблагодарил его, в данном случае это вернулось там финансово. И это вот наглядный пример. Я всегда поражаюсь и буду поражаться людьми, кто берет на себя, можно сказать, такую ношу и всю жизнь. Можно сказать, не можете болеть, потому что вам все равно нужно здесь находиться. Вы не можете там взять себе выходной, встретиться особо с друзьями. То есть вы всю свою жизнь, вы с ними. Они ваша семья, ваши, можно сказать, друзья. Со своей стороны мы оставим ваши социальные сети, мы оставим карточку в описании. Друзья, колоссальная работа проводится, постоянный корм. Я думаю, вы, посмотрев выпуск, сами все прекрасно поняли. Друзья, пожалуйста, может быть, не у каждого человека сможет помочь, но взять и отправить 10-15 рублей. 100 человек, это уже хватит там на 5 килограмм корма. Было бы здорово сделать так, чтобы Ольга, хотя бы пару месяцев не думала, не переживала, не брала кредиты, не дай бог, на такие вещи, чтобы она хотя бы была обеспечена кормом. Я думаю, мы с вами это можем сделать. И еще раз, здесь реквизиты мы оставим Ольге. Пожалуйста, помогите, я вам буду очень благодарен. Поэтому, я думаю, мы с Ольгой созвонимся после выхода ролика через неделю, и я думаю, отдельно мы с ней поговорим, запишем голосовое для вас, и мы выложим в следующем выпуске. Мы и наши подписчики, чем сможем, поможем. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы поменьше переживали, что-то с вами случится, и у этих животных, они пропадут. Поэтому дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо огромное. Здоровья. Я очень благодарна вам за вашу передачу, за то, что вы приехали. Показали наш приют, наше, как говорится, детище. Все реквизиты в описании, друзья. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши инстаграмы, и увидимся с вами через неделю. Пока.